Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой нежный джемперок из свежего номера Верены. Весенний такой вариант, очень легким, легчайшим, я бы сказала, узором, подходит для начинающих вязальщиц практически идеально. То есть начинающие вязальщицы, я считаю, это те, которые не только взяли спицы в руки, а которые уже имеют небольшой навык вязания, да, и хотели бы его совершенствовать, да. Вот этот джемпер вам, девочки, идеально подойдет. Красивый волнистый узор и всего 4 ряда в высоту раппорт. Его запомнить очень легко и просто. Я считаю, что джемпер и по выкройке, он спущенный рукав, довольно легко вяжется. Такой весенний-летний вариант. И давайте сейчас с вами посмотрим пряжу, которую я подобрала для данной модельки. Для этого джемпера я выбрала полухлопковую пряжу Yarn Art Jeans турецкого производства, 55% хлопок и 45% полиакрила. Цвет 36, в 50 грамм 160 метров. Ниточка очень хорошая, хорошие скруточки. Спицы используем 3,5. Вот так выглядит образец, который мы будем сегодня с вами вязать. Для вязания конкретно этого джемпера вам понадобится не только эта пряжа, но и ряд других цветов. Сейчас я вам покажу. Тоже этой же марки пряжа будет. Модель, которую мы будем сегодня с вами изучать, взята из журнала Верена. Это свежий выпуск весенний, номер 1 от этого года, 2021. Вот, здесь 43 эксклюзивные модели. И вот на обложке мне очень понравился вот этот джемперок. Посмотрите, какой он изящный и интересный. Конечно, на любителя, я бы сказала, вот эти вот цветные всякие полосочки по резиночке, да. Можно связать просто однотипный розовенький, да. Видите, цвет подходит практически идеально, да. Ну, просто камера отображает реальную картину. Так, и я вам хотела бы показать, вот так пролистать, что в этом новом номере вышли много моделей, 47, как вы видели, да. Верена весна 21 года, все модели одним взглядом. Вот, 43 модели, 43. И, в общем-то, здесь вот подиумные идут варианты. Потом идут вот такие вот интересные всякие модельки. Ну, это надо, конечно, изучать, сидеть. Это много времени, это целое видео надо снимать по каждой модели. Согласитесь. Такая вот интересная безрукавочка. Сумочки вот здесь будут описаны. Весенние. Вот интересная такая кофточка. Вот такая с коротеньким рукавом топик интересный. Вот тут вот платьице целое. Или юбочка вот такая. Что-то я смотрю, все пестренькое. Полюбили в этом номере. Шарфик пестренький. Ажурная кофточка. Ну, в общем, девочки, и тут идут инструкции, да. Вот такой кардиганчик интересный. Ну, здесь, в общем, все такое весенне-летнее, да. Видите, на фоне солнце, море. Все такое у них пестренькое, яркое, интересненькое. В общем, вот такой джемперок тоже симпатичный, да. В общем, все кофточки очень довольно интересные. Вот зелененький ажурный, топик, да. Вот такая кофточка хорошая, посмотрите, интересная. Все такое, почему-то у них в пестрых тонах, ярких. Ну, потому что, наверное, весна, лето. Видите, какой платьик красивый. Или это костюм? Это костюм. Вот такая. Вот платьице у нас идет. Платьице, сумочка какая модная. Шопер, сумочка. Вот этот джемперок симпатичный. Ну и вот наш джемперочек, который сегодня мы будем с вами разбирать. Мастер-класс будет. Так, ну,
В общем, показала я вам все это дело. А сейчас вернемся, как говорится, к нашим баранам. Да, и вот у нас вот такие цвета я выбрала. Значит, фиолетовый. Это для резинки, для тех, кто будет вязать один в один. Тот же самый вид пряжи, да, Yarnard Jeans с тем же составом. Цвет фиолетовый 72 берем. Цвет лимонный такой 42 тон. И вот такой оранжевенький нам понадобится еще. Цвету его будет 23. Вот. И вот эти клубочки все наши 4 цвета я подобрала, девочки, назвала вам цвета, да, которые вам понадобятся, и можем приступать к вязанию. Итак, идет у нас сейчас разбор узора, смотрим схему. Вот так выглядит схема, которую я нарисовала от руки. 11 петель у нас раппорт, и мы будем с вами вязать 3 раппорта подряд сегодня в образце, чтобы вы потренировались. Ну и для расчета плотности, конечно, всегда лучше набирать узор в районе 30-40 петель для более точности, для большей точности. Так, как вы видите, 4 ряда в высоту, да, выделен раппортик. Условное обозначение здесь лицевая и изнаночная петли. То есть вот эта вертикальная черточка — это лицевая, горизонтальная черточка — это изнаночная петля. Кружочек — это накид. И вот эти треугольнички такие прямоугольные, это вот прямоугольный треугольничек обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо, а этот зеркальный 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все. Как видите, наипростейший узор. Давайте теперь выкроечку посмотрим с вами. Выкроечка у нас тоже очень легкая, на 6 размеров соответствует эта выкроечка. Спущенный рукав и V-образный вырез горловины. Да? Вот и все. Все размеры проставлены, все хорошо. Сегодня мы с вами, когда будем составлять описание, после того, как свяжем образец, я подробно вам расскажу, сколько петель набирать, сколько петель придется на вырез горловины, на рукав, на плечо, то есть как располагаем узоры, в какой последовательности и так далее, и что такое вертикальная плотность. Все эти нюансы, все эти мельчайшие подробности мы будем с вами мельчайшим образом разбирать попетельно. Поэтому в описании все это будет учитываться, и вам останется только следовать инструкции, которая будет выложена под видео, и все. И давайте про описание. Вот это описание будет под видео. Значит, что я хотела бы добавить? Размеры я вам озвучила уже: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Пряжу вы посмотрели. Общий расход пряжи будет идти от 400 до 600 грамм максимально, да? Так, спицы будем использовать с вами прямые, круговые, номер 3 и 3,5. Для обвязки выреза горловины понадобятся круговые спицы номер 3. Планку будем вязать прямыми спицами номер 3, а сам узор будем вязать спицами номер 3,5. Еще одномоментно для обвязки выреза горловины нам понадобится крючок 3,5. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. Вот это все попетельное распределение я вам объясняю, как будем мы располагать узоры. Все будет выложено под видео, поэтому я вам, естественно, это все зачитывать не буду. Да? Вот. Все это вы сами почитаете. Сколько петель, где чего набрать, как распределить узоры, все будет выложено под видео. И поэтому давайте сейчас с вами приступим к вязанию образца. Итак, узор, девочки, простейший. 4 ряда всего в высоту раппорт и 11 петелечек ширина раппорта. Я нарисовала схему. В общем-то, вот так она выглядит. Красным я ее обвела. Вот. И, в общем, здесь у нас для симметрии 2 петли справа, в общем, одна лицевая справа, одна лицевая слева добавляется, то есть 11 плюс 2. Будем вот таким образом раппорт расценивать. Для образца я связала 3 раппорта подряд, то есть набираем 33 петли, 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Итого
37 петелек набираем для образца. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд узора вяжем. Следующим образом выглядит. Все петли лицевые. Вообще все петли лицевые. Все 35 петель, ну и кромочные. Вяжем так, девочки, до конца ряда. Второй ряд. Все петли тоже вяжем лицевыми. Все до одного. Все петельки до конца ряда вяжем лицевыми. Продолжаем. Третий ряд вяжем. Первая петля у нас идет вне раппорта лицевая. Это для симметрии та петля. И теперь начинаем вязать раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я петли меняю местами. У меня вторая петля набрасывается на первую, да, и я их вот так 2 вместе вяжу лицевой. Еще раз показываю. Смотрите, 2 петли меняю местами. Вторая поверх первой. И вяжу 2 вместе лицевой. Так, далее вяжем. Смотрите, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 раза так сделали. Сделали еще один накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево вяжем. И следом снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, девочки, связали полный раппорт, 11 петель. Второй раппорт, ну то есть не второй раппорт, а повторяем этот же раппорт, да? Вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо опять. Раз. Второй раз то же самое, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем вяжем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали второй раппорт. Третий раппорт также вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раз тоже 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт третий. И у нас за раппортом 1 лицевая вяжется. И кромочная, изнаночная. Так, связали. Теперь, что касается 4-го ряда изнаночного. Вяжем все петли изнаночные, девочки. Вот и весь раппорт. И повтор у нас идет раппорта с 1-го ряда. То есть вот сейчас мы все петельки, в том числе и накиды, свяжем изнаночными. И начнем с 1-го ряда вязать. Продолжаем до конца ряда. Итак, делаем с вами влажную тепловую обработку с помощью горячего пара. Вот так мы воздействуем на наш образец. Он становится очень влажным, податливым и легко вот так тянется. Так, потянули его хорошенько, да? И давайте его оставим так сохнуть. Он сам придет в ту форму, которая ему будет присуща, когда он станет готовым изделием, да? И нам останется только сделать расчеты плотности. Итак, делаем с вами измерения. Значит, ширина образца нашего вот 20 сантиметров. Здесь тоже давайте померяем. А вот здесь 20,5 даже. Здесь вот опять 20.
Ну, там что-то среднее между 20 и 20,5. Ну, давайте. Мы набирали 37 петель и поделим, давайте, на 20 сантиметров. Получается 1,85 петель. Так, и по вертикали также измерим высоту изделия. Измеряем. У нас неровный край. Значит, у меня получается 16. 16. Итак, 16 получается высота изделия. И мы набираем. И у нас здесь 40 рядов используется. 40 поделим на 16. 2,5 вертикальная плотность. И сейчас мы запишем с вами полученные циферки. То есть в 1 сантиметре у меня получается 1,85 петель. И в 1 сантиметре по вертикали у меня получается 2,5 ряда. Эти цифры будем использовать в дальнейших расчетах. Сейчас нам понадобится выкройка. Итак, у нас с вами вот такая выкроечка будет. Выкроечка из журнала. И мы будем с вами сейчас делать описание для 44, 46 размера, 48, 50 и 52, 54 размеров. Соответственно, вот у нас ширина указана на выкройке. 45 сантиметров ширина спинки. Затем 51 сантиметр и 57 сантиметров, да? Ну и, соответственно, давайте с вами узнаем, сколько же нам набирать с вами петель на наши размеры, да? Вот я написала эти все величины в сантиметрах и воспользуемся нашей горизонтальной плотностью, мы ее рассчитывали, расчетной, да? Вот она в 1 сантиметре 1,85 петель. Итак, 45 сантиметров умножаем на 1,85 и получаем с вами 83 петли. Вот я записала. Второй размер 51 сантиметр умножим на 1,85 будет 94 петли, запишем. И третий размер 57 сантиметров умножим на 1,85 получим 105 петель. Все это я вот записала, девочки. Так, с этим мы определились. Теперь нам надо распределить узоры правильно и красиво, да? Как это сделать? Я, значит, буду это рисовать схематично. Я вот так всегда это делаю. На нашей схеме, вы помните, 11 петель у нас раппорт узора, 11 петель. И мы, соответственно, наши петли будем сейчас делить на число раппортов, чтобы определить, сколько целых раппортов у нас умещается. Значит, 80, так, первый у нас идет 83 петли, делим на 11, у нас с вами умещается 7 целых раппортов. Рисуем. Представьте, что это ваш наборный ряд. 7 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В каждом раппорте по 11 петель. С двух сторон у нас идут кромочная и кромочная. Одна кромочная справа, одна кромочная слева. Считаем 77. Значит, я устно посчитал 77 петель. 11 умножил на 7. Плюс 2 кромочные. 77 плюс 2 кромочные, это будет 79 петель. Девочки, а нам надо с вами сколько? 83 петли. Что будем делать с вами? Предлагаю, то есть не хватает у нас 4 петли. Предлагаю справа и слева добавить по 2 лицевые. То есть 2 лицевые справа, 2 лицевые слева. Мы с вами, собственно, так и вязали узор. Помните? У нас была одна петля справа и слева добавлена по лицевой, да? И никак это не отразилось на нашей красоте узора, да? Очень хорошо лицевая гладь вписывается в данный волнистый узор. Оставляем вот такое распределение. Второй размер у нас будет точно так же выглядеть. Значит, 94 петли мы делим на 11 петель в число петель раппорта. Получаем 8 целых раппортов, девочки. 8. То есть это 88 петель. Прибавим 2 кромочные. У нас будет 90.
да, петель, а надо, чтобы было 94. Опять то же самое делаем. То есть добавляем 2 лицевые справа и 2 лицевые слева. Только будет у нас 8 раппортов по центру вязаться. Так, и на третий размерчик 105 петель. Делим также на 11. Получаем 9 целых раппортов, да, то есть это 99 петель, добавим 2 кромочные, получим 101 петлю, а надо, чтобы было 105, опять 4 петли не хватает, добавляем справа и слева по 2 лицевые петли. Вот так мы с вами распределяем узоры, да, и схематично это вот так выглядит, только увеличивается от размера, зависит количество раппортов в центре, который будет. Так, с этим мы тоже разобрались. Давайте теперь, исходя из нашего количества петель, определимся, сколько на вырез горловины, на плечо у нас будет петель распределяться. Ну, вот здесь стоит общая величина 12, это вырез горловины, да, половинчатый размер, на все размеры. Но от размера к размеру все-таки количество должно увеличиваться, да, петель. Поэтому 12 я умножаю на 2, то есть 24 сантиметра у нас будет вырез горловины, ширина его, умножу на нашу плотность 1,85, и вот у меня получилось 44 петли. Вот, 44 петли. Это такая у нас черновая циферка. Дело в том, что вот всегда нужно согласовывать петли, когда смотрим, сколько набираем по низу, да. То есть, если по низу у нас идет четное число, вот как у нас для второго размера, то мы берем четное число. 44 нам вполне подходит для второго размера, потому что по низу тоже у нас 94 петли. А вот те, которые нечетные цифры идут, 83 и 105, не годятся. И поэтому я, соответственно, уменьшаю, 43 делаю для первого размера и 45 увеличиваю для второго размера. Вырез горловины вот так у нас будет распределяться петли, девочки. Далее. И все, что остается, идет на плечи. Давайте считать плечи. Смотрите, из 83 петель общих отнимаем вырез горловины 43, получаем 40 петель на плечи. У нас ведь два с вами плеча, делим на 2, на каждое плечо по 20 петель. Соответственно, также мы делаем, поступаем с другими размерами. 94 петли. Я отнимаю 44 петли вырез горловины, 50 петель на 2 плеча, делим на каждое плечо по 25 петель. Третий размер у нас идет 105 петель, отнять 45 петель вырез горловины, остается 60 петель, то есть по 30 петель делим на 2 на каждое плечо для третьего размера. С этим тоже понятно, да, как мы это поступаем. Дальше, девочки, смотрите. Давайте к рукавчику перейдем. Рукав у нас спущенный, очень широкий, то есть здесь идет резинка и очень резкое идет такой, знаете, будет широкий рукавчик, красиво смотреться, да, таким буфом будет. Вот, и поэтому здесь, соответственно, мы тоже с вами также поступаем. Вот у нас стоит ширина рукава, и мы с вами всю эту ширину умножаем. Тоже это половинчатый размер на 2 и, соответственно, на нашу плотность 1,85. Да? Смотрите, 19,5 умножить на 2 и умножить на нашу плотность 1,85. Получим 72 петли. Вот я сейчас здесь их записала. Вот 72 петли. Да? Второй размер у нас идет 22,5 умножить на 2 и на нашу плотность 1,85. Получим, девочки, 83 петли. И на третий размер у нас идет величина 25,5 сантиметров. Умножим на 2 и на плотность 1,85. Получим 94 петли. Я все это записала. Вот, смотрите. То есть от резинки идет резкое прибавление. Резинка у нас поменьше будет петель набираться. И здесь также, девочки, кстати, по спинке, по переду, здесь количество петель для резинки будет другое. И затем в последнем изнаночном ряду резинки мы будем с вами набирать энное количество. Я напишу в описании, какое количество будем добирать, да, равномерно, вот, чтобы выйти на узор. Это все будет в описании, под видео выложено, поэтому не беспокойтесь на этот счет. Я сейчас вам рассказываю интересные, самые важные моменты, которые позволили бы вам понять,
почему именно столько петель, да, мы будем использовать, и почему именно так располагаем узор. То есть это обучающий вам такой разъяснительный материал идет, да. Смотрите, далее. Ну, скоса у нас у этого рукава не будет, да, как я сказала, буфом таким будет широким рукавчик. Хотела бы определиться с плотностью вертикальной. Зачем мы ее вообще считали? В 1 сантиметре 2,5 ряда. Зачем мы это считали? Объясняю. Все вертикальные размеры нужно измерять не сантиметрами, а рядами. Это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось, понимаете? И не приобрело совсем другие формы и размеры, которые вы планировали. То есть, смотрите, 31 сантиметр я умножаю на нашу вот высота от планки до закрытия петель рукава 31 сантиметр. Ну, тут разные размеры стоят, мерки, в зависимости от размера. Я вам сейчас все это покажу. Смотрите, 31 сантиметр переводим с вами на вертикальную плотность. Умножаем на 2,5. Получаем, девочки, 78 рядов. Я округлила. Да, 78 рядов. То есть от планки будем не сантиметром мерить 31 ряд, а когда у нас будет 78 рядов, вот тогда мы с вами и закроем петли. Очень удобно переводить и ориентироваться, вот эти вот все цифры в рядах, в рапорты. Да? У нас в рапорте 4 ряда. Да? Вы помните, 78 поделим на 4. Получится 19,5 рапортов. Вот видите, как легко это посчитать. То есть 19 целых рапортов вяжем и еще 2 ряда. Все, и закрываем петли. Все, видите, как легко переводить в рапорт и ориентироваться. Так, то же самое я хочу вам сказать про все показатели, которые у нас вертикальные стоят на нашей выкройке по спинке и переду, да. То есть смотрите, здесь вот у нас тоже, например, вырез горловины от планки. Нет, это от начала вязания. Ну хорошо, вот от планки до проймы, которую мы не вывязываем, а просто мы здесь ставим с вами ориентир, что вот здесь у нас будет с вами вырез горловины. 32 сантиметра переведем в ряды. 32 сантиметра умножить на 2,5 плотность, получаем 80 рядов. Вот, ориентируемся, да, что это 80 рядов. То есть от планки считаем 80 рядов, и здесь у нас начинается рукавчик, да. Также будем и втачивать его, когда 80 рядов от планки отсчитываем, да. Также мы с вами ориентируемся скос плеча, да, на какой высоте будем делать, то есть общую высоту мы с вами от планки, вот все эти показатели 32 плюс ширина рукава 19, высота рукава 19,5, и на этой показателе будем с вами начинать формировать скос рукава, да, то есть также в ряды переводим. Смотрите, 32 сантиметра прибавить 19,5, это высота рукава, будет 51,5 сантиметра, и умножим на плотность 2,5 по вертикали, это будет 128 рядов. То есть на высоте 128 рядов начинаем для первого размера формировать скос рукава. То есть вот такие вот показатели, обязательно не игнорируйте их, а учитывайте в своем вязании, мои хорошие. Ну, собственно, все более подробно и детально будет в описании под видео. Здесь я вам просто рассказала. Кстати, по рукаву я не сказала, как распределяем узоры. Давайте я вам расскажу тоже. Также схематично рисуем. То есть вот наши, например, 72 петли. 72 петли мы поделим на число петель в рапорте 11. У нас получается 6 целых рапортов. Да? Рисуем 6 рапортов. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. По 11 петель каждый раппорт у нас. Соответственно, одна кромочная справа, одна кромочная слева. Ну, 11 умножить на 6, это будет 66 петель, да? А надо, чтобы было 72 петли. 66 петли прибавляем 2 кромочные, это будет 68 петель, да? И опять нам не хватает 4 петли. То есть мы добавляем опять 2 лицевые справа и 2 лицевые слева.
Все. Итого у нас получается, как и нужно, 72 петли. И также вяжем. И также другие размеры, девочки. 83 петли делим на 11. 7 целых раппортов умещается, то есть это 77 петель, да? Прибавляем с вами 2 кромочные, 79 петель, опять 4 петли не хватает, опять добавляем 2 лицевые справа, 2 лицевые слева, да? То есть это понятно. И для третьего, соответственно, 88 петель плюс 2 кромочные, да, то есть 8 раппортов по 11 петель, и плюс 4 петли добавляем с вами лицевых. Справа по 2 и слева 2. Все. Вот и вам и все это распределение узоров, все это будет подробно у меня отражено в описании. Я желаю вам удачи, мои хорошие, чтобы вы связали этот красивый, вот такой интересный из свежего номера Верена весенний джемпер. На много размеров, видите, описание составлено. И я думаю, что этот джемпер вполне достоин уважения, потому что он легко вяжется, подходит начинающим вязальщицам, и он очень красивый и интересный. До новых встреч!